Всем привет! AceFest не перестает радовать качеством упаковки и качеством товара. Посмотрите, чего только стоит упаковка. Обычное зарядное устройство, ну как, оно-то необычное, оно очень высокого качества и с очень классными характеристиками. Автомобильное зарядное, быстрое, с двумя портами USB-C и с одним портом USB-A. Все характеристики по портам, все уже на упаковке прописано. Автоматическая регулировка напряжения, подаваемого при зарядке на устройство. Также автоматическая регулировка тока и мощности. Разные устройства при зарядке по-разному имеют разное потребление. Это устройство автоматически подстраивается и настраивает зарядку. Вот такая вот упаковка. Может, кому на подарок. Смело можете заказывать, сразу по ссылке переходите. И само устройство также не отстает от упаковки. Так, а как же здесь? Ага, Open здесь написано. Поэтому, наверное, здесь и откроем, да. Инструкция и сам зарядник. Зарядник в прикуриватель. Ого. И он металлический. Полностью металлическое устройство. Зачем сделан металл? Для теплоотвода, для лучшего теплоотвода. Устройство мощное, имеет хорошую мощность. На упаковке заявлено 101 Вт. Поэтому по-любому оно греется. И вот для лучшего теплоотвода, для охлаждения корпус полностью металлический. Увесистый, грамм, наверное, 200 весом. Это устройство весит. Мощные контакты. Ну и опять же все по-качественному упаковано. Очень мощные пружинные контакты. Фирменная надпись AceFest. Также здесь дисплей в пленке. Порты промаркированы и каждый порт имеет свои характеристики. Также это можно все ознакомиться с этим всем в инструкции. Инструкция очень подробная и все качественно. И, кстати, посмотрите, имеется понятный язык. Это очень классно, когда не просто инструкция лежит, бумажка, которую ты не можешь перевести, не можешь воспользоваться, а именно на понятном языке все здесь понятно. Это очень классно. На нескольких языках дублируются языки, здесь море их. Кстати, есть и українська мова. Дуже чудово это. Просто супер. Реально класно. AceFest молодцы. Технічні характеристики. Починаємо. Что интересно, устройство можно подключать в автомобиле, бортовая сеть которых 24 вольта и 12 вольт. При этом, если подключаем в прикуриватель автомобиля с бортовой сетью 24 вольта, USB-C 1 порт может давать до 20 вольт по максимуму и 36 ватт мощности. USB-A 12 вольт 36 ватт, USB-C 2 до 20 вольт и 65 ватт. При условии подключения данного устройства в прикуриватель автомобиля с 12-вольтовым оборудованием на первом порту USB-C 1 мы уже 20 вольт не получим, по максимуму до 12. USB-A, понятно, 12, а USB-C 2 все равно будет выдавать 20 вольт при подключении к прикуривателю автомобиля с 12-вольтовым оборудованием. Есть такая возможность на втором порту C2. C2 полностью независим. Независимо, что будет подключено в эти порты, C2 будет работать со своими характеристиками. До 65 Вт максимум. Первые два порта зависят друг от друга и поэтому будут распределять мощность между собой. Это вы должны учитывать. В общем-то, здесь так все и прописано. Подаю на устройство 14 вольт. Ну, как бортовая сеть автомобиля при работающем двигателе. Дисплей имеет такую вот индикацию. Я вам скажу, что плохо ее заметно, но она и не должна вас отвлекать в движении на автомобиле. Очень такая спокойная подсветка. На камеру, наверное, более яркая, а так такая более спокойный вариант. При
не включенных нагрузках просто логотип отображается. Давайте включим iPhone, заряженный до 70%. Давайте в C2, который по максимуму должен давать 65 Вт мощности. Посмотрим, какие показания. Ну, более правильный был бы тест, если iPhone был бы разряжен. Он бы по максимуму брал. Сейчас уже регулирует, не требует он такой интенсивной зарядки. Поэтому мы видим эти показатели. Вот такие: 9 вольт, 0,9 ампера, растет ток и растет, как вы видите, мощность. 11-12 Вт мощности, потихоньку растет. Адекватно все. Устройство работает, автоматически регулирует все параметры. Подключил другое устройство, вот такой вот фонарик xiaomi-овский, также со встроенным аккумулятором. И видим, разделился дисплей на два порта. Показатели по двум портам. Очень классно. C2 и A1. 5 вольт, 0,9 ампера. И также по мощности. Все показатели. Ну, я вам скажу, очень информативно и очень классно. Понятно, что вы часто на это смотреть не будете, поэтому и дисплей сделан в таком стиле вот притушенный, что он не отвлекает вас ни от чего. Но если нужно, можно получить данные, присмотреться и получить данные, которые вас интересуют. Скорее всего, раз вы все это дело проверите, и в последующем просто этим устройством будете пользоваться, ну, как обыденно. Здесь 5,08 ампера и 5,04 вольта. Ну, здесь примерно такие же показатели: 5,1, 0,9 ампера. Также незаменим этот зарядник при подключении вот такого вот держателя с беспроводной зарядкой. Недавно был он у меня на видеообзоре, кому интересно, смотрите. Именно беспроводная зарядка и поддержка быстрой беспроводной зарядки. 3 порта подключены в C2, в тот независимый, который более мощный, 65 Вт. Подключил я именно этот держатель. В C1 подключил iPhone, практически заряженный уже. И в USB-A подключил фонарик, который тоже практически заряженный, много не потребляет. Сейчас беру iPhone другой и устанавливаю его в держатель с быстрой зарядкой. Заряд пошел, показывает iPhone заряд. И здесь получаем мы показатели такие. C2 отдельно у нас идет данные. А C1 и A1, вот я не могу понять, здесь или общие, или же как-то через время переключаются, скорее всего, данные по току, напряжению и по мощности. А C2 независим, 12 вольт сейчас дает он, и все данные видим по току и по мощности. Если выключить один из портов, давайте A1 освободим. C1 и C2 остались. Ну и также все данные. 5 вольт на C1 и C2, 12 вольт с определенной мощностью, которую автоматически регулирует по надобности устройства на каждый порт. Убираю смартфон. C2 по идее должен обесточиться. Да, C1 остается и заряжается. В автомобиле примерно вот так все выглядит. Ну, как я и предполагал, ненавязчивая подсветка, очень-таки удобная. И если тебе нужны показания, ты всегда сможешь присмотреться и получить данные, которые тебе нужны. Но я думаю, что часто они нужны не будут. Очень удобно, если прикуриватель имеется у вас в багажнике, то установили на постоянку это устройство там. Не обязательно подключать что-то в него. Не будет подключено, вы видели, устройство просто в режиме ожидания, не потребляет никакой энергии. Подключили устройство, положили. Очень удобно заряжать ноутбуки. Устройство мощное, планшеты, ноутбуки с емкостными аккумуляторами
вполне таки потянет в автомобиле. Еще какой минус один, что нет показателей по бортовой сети автомобиля. Это, конечно, ну как бы минус, могли бы вместо Ace Fast вот здесь значение выводить показаний бортовой сети автомобиля в вольтах. Могли бы, конечно, куда-то их разместить. Было бы вообще супер. Вот один минус, который в этом устройстве я заметил. Все остальное очень классно, очень качественно. Металлический корпус, теплоотвод. Все продумано, ненавязчиво, очень классно. Ну и дизайн самого устройства тоже классный. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ссылку на устройство оставляю. Кому нужно, вот в Украине, вам его и отдам по цене закупки в AliExpress. Всем удачи, до следующих видео.